Всем привет! Сегодня мы сделаем картину из природных оттенков земли. Я использовала технику, которая называется соломка, которая сделает эту картину более объемной и рельефной. Кроме этого, я использовала 5 цветов, один цвет подложки и 4 дополнительных цвета для создания более гармоничной, более глубокой атмосферы нашей картины. Итак, давайте начнем. Начинаю с того, что покрываю холст слоем краски в тон штукатурки, из которой будет сделана картина. Это нужно для того, чтобы белый грунтованный цвет не просвечивался и работа была аккуратной. Смешала сухую штукатурку с акриловой краской до состояния густой сметаны и наношу раствор ровным слоем около 1 мм. Всю поверхность выравниваю шпателем. Беру металлическую щетку с ручкой, она продается во многих строительных магазинах, и провожу вертикальными движениями с боковым наклоном несколько раз. Это первый слой. Даю ему просохнуть процентов на 70. Он сухой, но не полностью, и это облегчает нанесение второго слоя. Штукатурка лучше скользит по поверхности. Первый слой сформировал направление фактуры, а второй слой даст объем. Снова провожу щеткой несколько раз, расчесывая штукатурку. Чем чаще это делаю, тем интереснее формируются красивые узелки. Где-то подрывается фактура и делает нужные углубления. Оставляю полностью высохнуть. Холст повернула горизонтально. Начинаю закреплять поверхность штукатурки лаком по дереву, разведенным с водой 1 к 3. Это сделает поверхность более крепкой, а нанесение последующих слоев станет более равномерным. Штукатурка полностью высохла спустя 3 часа. Текстура получилась объемная, с красивыми узелками и впадинами, благодаря двухслойному нанесению штукатурки, технике соломка. Теперь я приступаю к раскрашиванию поверхности картины. Основной цвет я беру молочный, условно белый, так как для темных поверхностей лучше брать цвет не ярко-белый, а с добавлением теплых светлых оттенков. Молочные, светло-бежевые и подобные. Они будут выглядеть как белые, только более гармонично и без резких по тону переходов. Кисть с набранной краской растираю на палитре. Это позволяет мне нанести ровно то количество краски, которое нужно. Наношу где-то буквально по верхушкам текстуры, при этом сохраняя первоначальный цвет основы, а где-то прокрашиваю для контраста внутреннюю часть. Затем я использую глубокий песочный цвет. Это придаст картине мягкость и теплоту. Растушевываю также, где-то только касаясь верха текстуры, где-то прокрашиваю внутри. Чтобы придать глубину картине, возьму черный цвет. Когда краска густая, она плохо ложится и не впитывается в кисть. Есть небольшой секрет. Я слегка опускаю кисть в раствор разведенного лака по дереву, которым я пропитывала основной цвет штукатурки, и краска легко растушевывается на палитре. Прохожу черным, прокрашивая внутреннюю часть.
Просушиваю поверхность феном. Теперь локально добавлю детали холодным голубым цветом. Прохожу кистью по верхушкам, едва касаясь. Эти небольшие акценты придадут свежесть картине. И в заключение снова беру светлый основной цвет, которым я начинала раскрашивать, и прохожу всю картину по верхушкам, едва касаясь, чтобы композиция получила целостность. Получилось очень красиво, в ней есть многослойность, хочется ее рассматривать. Буду рада, если попробуете сделать эту картину вместе со мной. Дайте знать в разделе комментарий, если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно отвечу. И не забудьте подписаться. Увидимся!